Здрасте. А мы должны были оставить пробник печати Falafel Books. Сейчас вкусно. Да, это оно. Вот, пожалуйста. Информацию на чем-то фиксировать нужно было всегда. Раньше были стены в пещерах, потом папирус, что-то другое, береста, потом бумага. Потом бумагу научились складывать в красивые блокноты и писать в них. Но мне на самом деле очень нравится история обложки. То есть мне она как бы стилистически не очень близка. Я люблю более абстрактные вещи, более четкие. Ты сам рассказывал, это было какое-то химическое отравление, вообще невероятно интересное. Это прям вообще здорово. К обложке я, в общем-то, отношение имею скорее как консультант, технолог. Технология травления мидии с помощью азотной кислоты. Вот. Первый раз у нас был неудачный, но нам это, в общем-то, на руку, потому что в итоге вот эти две пластинки, они пригодились. Но так как идея была, в принципе, четкая, я решил не вмешиваться, только немножко направлял и, собственно говоря, отвечал за технологию изготовления. Ну, видишь, в глубинах-то не вычислилось. Была определенная задача, но было непонятно, как ставить свет и рассеивать, поэтому как-то выпендривались там. Необходимо было получить объем и рельеф от вытравленного металла. И должна была быть какая-то там маленькая тень, поэтому нужно было, по идее, свет пустить сбоку, и чтобы он не бликовал и рассеивался. Одновременно получить и рассеянный цвет, и чтобы контуры все читались, и с этим мы и ковырялись. Для меня это такой любимейшие мои проекты, связанные с кропотливой долговременной работой, где к тому же я могу все сделать, в принципе, более или менее так, как я хочу, а не так, как там хочет какой-нибудь загадочный человек, где мы можем все это сделать с точки зрения того, как будет максимально классно, а не с точки зрения того, как будет максимально дешево или быстро, или, не знаю. Сначала нужно было нарисовать шрифт. Первую его версию, которая не имела большое количество альтернативных знаков, которые просто написаны на обложке Hawks and Corpses, Был уже очень живой процесс над ним работы. Мы сначала поняли, что мы для уменьшения количества букв заменим некоторые из них на какие-то знаки, все N мы заменим на ampersand, Да. Потом мы решили, что пробелы нам не нужны тоже во имя, на самом деле, скорее внешнего вида, чем какое-то практического применения, просто потому что это будет смотреться круче, такой блок текста, черт пойми, что это такое, что это будет какая-то загадка и головоломка. Я помню, что мы отталкивались от шрифтов, от римских каких-то вырубленных в камне надписей, от
розетского камня. И, ну, пришлось ну, как бы, фактически нарисовать страницу текста, практически. Ну, то есть там, конечно, некоторые знаки повторяются, но я вообще люблю заниматься леттерингом, люблю рисовать буквы от руки, бумаги на компьютере, но никогда до этого не делал 2 страницы леттеринга. Это прямо, я считаю, какой-то этап в моей жизни. Был дополнительный интересный челлендж, что на альбоме есть песня на греческом языке, и она должна была фигурировать в тексте, поэтому пришлось написать еще немножко греческих букв. Я думал, тут как в этом в Шерлоке Холмсе. У тебя же была легенда, что вы там откопали этот альбом в каких-то катакомбах. Вот мы их снимали в чердаке. Задача сделать ее было древней. Вот. Естественно, древней ее делают какие-то признаки. Она там ржавая, окислившаяся, затертая, где-то блик, где-то еще что-то. То есть как бы искусство это такая иллюзия. Иллюзия того, что это ржавая старая пластина. Я могу сказать, что, конечно, можно было бы взять акварелькой это все сделать, да, но был бы эффект был бы не тот. Потому что это все... энергетика. Энергетика. Здесь видно, что по-честному все сделано. Все равно как-то сделано, мое мнение. Если как бы оно смотрится, то он смотрит. То же самое сделать с графикой, ну, я думаю, есть специалисты, которые это сделают. Но самое, конечно, приятное, мне кажется, наиболее приятное, на чем вообще можно работать дизайнер, это над чем-то, что потом получает физическое воплощение, ты можешь его потрогать. Это настоящий кайф. Не знаю, хочется иметь какое-то вещественное доказательство того, что ты что-то делал. Все, что тебе ценно и дорого, все-таки хочется как-то иметь. Поэтому я какие-то все-таки диски, альбомы покупаю. Что-то у меня есть совсем дорогое. Ну, это чисто такой, не знаю, может, фетиш. Я просто фетиши собираю, как бы, у меня целый алтарь есть, штук. Вот. Я их там складываю. Этот продукт нужно рассматривать с точки зрения всей истории его возникновения и вкупе, соответственно, и с музыкой в том числе. Все вместе. Моя там, скажем, любимая по текстам там песня, это Fragile Empire, как бы, вот она у меня непосредственно всегда ассоциируется вот с названием альбома. Я как-то так давно уже живу с этим названием, я даже не вникал. Ну, как бы какие-то там, типа будущее и прошлое, там, не знаю, скелеты в шкафу и то, что тебя ждет завтра. Мне кажется, это, вечный антагонизм чего-то против чего-то, на самом деле. В принципе, практически чего угодно против чего угодно. В данном случае он так поэтично очень построен, не явно, не то чтобы это там белое против черного, и не то чтобы это там типа живые против трупов или надежды против, я не знаю, разочарований. Это так как бы хер пойми. Дело в том, что людям нравится писать и рисовать, вот, а писать и рисовать можно либо, как бы, либо на бумаге, просто на отдельных листах, да, которые не связаны между собой, либо в блокноте, который является неким таким организмом, в котором происходит развитие. То есть, перелистывая заполненный блокнот, ты видишь, как двигались мысли, какие вещи происходили, какие события. И в целом, это интересный артефакт для такого познания типа мира. Как это странно звучит, но, наверное, так и можно сказать.